Всем привет! В этом видео я покажу все основные виды систем сортировки и как их легко внедрить в вашу ферму, склад и так далее. Погнали! Для начала разберемся, какие системы сортировки бывают. Есть те, которые сортируют попредметно, и те, которые не сортируют вообще, которые складывают все предметы, которые попали в систему. Поговорим о тех, которые сортируют попредметно. Во всех фермах и складах обычно используют вот такую схему для сортировки. Построена она в форме рыбки и требует немного ресурсов. Ее изменить, конечно, можно, но смысла в этом как такового нет. Также есть вот такая система сортировки. Она сначала сортирует вещи с помощью рыбки и уже потом загружает предметы в шалкер и сама по себе ломает шалкер и загружает его в сундук. Такая система сортировки рассчитана на огромное количество поступаемых предметов, так как один шалкер может поместиться 27 стаков предметов или 27 не стакающихся итемов, к примеру, тотемов бессмертия. Однако ее постройка занимает кучу времени и ресурсов. Сначала разберем систему, которая выглядит как рыбка. На один модуль уходит вот столько ресурсов, и строится она следующим образом. Именно вот эту воронку нужно будет подвести в сундук, который будет содержать отсортированные итемы. В первый слот мы складываем предметы, которые хотим отсортировать, а во все остальные предметы, которые точно не попадут в систему, или не стакающиеся предметы, к примеру, арбалеты, лодки, или же переименованные блоки и так далее. Допустим, я сделал 8 модулей и сверху провел еще один ряд воронок. Проверяем работу системы, и как мы видим, все прекрасно работает. Однако скорость такой системы оставляет желать лучшего. Систему легко ускорить. Ломаем верхний уровень воронок, затем на воронке достаточно продлить поток воды, который будет нести все предметы. Достаточно понять, как работают подобные системы сортировки, и вы будете клепать их как на автомате. Как вы видите, вещи можно выкидывать сюда, и тогда они начнут свое путешествие. Для начала они пройдут по этим воронкам, потом поднимутся и улетят обратно. К примеру, вы сделали большую ферму, или вы постоянно складируете большое количество итемов, и вы хотите сделать количество модулей больше. Опять же, эта система легко позволит это сделать, однако придется запастись синим льдом. Подобную систему можно расширить, если добавлять каждые 8 модулей по блоку синего льда, вместе с открытой калиткой. Затем просто копируем ту же схему, и у нас уже получается склад побольше. Мы можем также повторить это еще раз, и у нас получится большой и, самое главное, очень быстрый склад отсортированных итемов. Если вы хотите сделать склад для фермы, то перед потоком воды можно поставить выбрасыватель или даже несколько, которые нужно будет запитывать каким-нибудь redstone-сигналом. Если же вы хотите, чтобы все неотсортированные предметы пропали, то в конце системы достаточно поставить песок душ и зажечь его. Тем самым все ненужные итемы просто будут сгорать. К примеру, вы хотите сделать склад не стакающихся предметов. Что делать в таком случае? В этом случае вам понадобятся феечки. Они спавнятся в клетках возле башен разбойников. Подробнее про систему не стакающихся предметов вы можете посмотреть в моем видео по ферме рейдов. Ссылка в описании. Теперь, как мы видим, даже не стакающиеся предметы также сортировываются. Подобную систему можно поставить на ферме рейдов. Она как раз таки и стоит в моем хардкорном мире. И скажу честно, это стоило и времени, и ресурсов. Теперь разберем системы сортировки на шалкерах. Сами по себе эти системы построены по одному принципу. Сначала предметы сортируются прошлой системой сортировки, далее загружаются в шалкер, затем тогда, когда шалкер полностью заполняется предметами, сама система ломает шалкер и складывает его в сундук. Разберем ее. Для постройки загрузчика предметов в шалкер вам понадобятся эти ресурсы. Для начала ставим выбрасыватель и раздатчик. В выбрасывателе направляем 2 воронки и на крайнюю ставим бочку. Направляем в нее липкий поршень. Далее ставим тут бочку, в нее направляем воронку и на воронку ставим компаратор. Наверх бочки ставим любой твердый блок и рядом с ним блок редстоуна. Сверху ставим редстоуновую пыль. Далее ставим наблюдатель, смотрящий в редстоун, и временный блок на раздатчик. Ставим воронку, направленную вниз, и на нее ставим еще одну воронку. Затем ставим наблюдатель и еще один, смотрящий в него. Завершаем постройку бочкой сверху. Верхняя бочка предназначена для вещей, которые вы хотите загружать в шалкер. Бочка, на которой стоит кнопка, предназначена для пустых шалкеров.
И последняя оставшаяся бочка предназначена уже для наполненных шалкеров. Этот загрузчик очень легко внедрить в систему, достаточно просто построить загрузчик под рыбками. Теперь про разгрузчик. Для постройки разгрузчика шалкера вам понадобятся эти ресурсы. Для начала ставим бочку, направляем в нее воронку и еще одну воронку рядом. Эта воронка будет для предметов, а это для пустых шалкеров. Ставим тут компаратор, затем блок и на этот блок еще компаратор. Затем тут ставим выбрасыватель, наблюдатель, липкий поршень и растоуновый блок. Затем ставим тут твердый блок и с помощью него ставим раздатчик. С помощью временных блоков ставим тут воронку, именно в нее мы и будем складывать наши шалкеры с вещами. Далее ставим тут наблюдатель и еще один наблюдатель, смотрящий в первый, и липкий поршень. Затем под поршнем ставим твердый блок и ставим наблюдатель, смотрящий в него, и ставим еще один поршень, но уже на наблюдатель. Этот разгрузчик очень легко подвести к той же системе, достаточно просто поставить много выбрасывателей, в которые будут поступать предметы из разгрузчика, и запитать эти выбрасыватели каким-нибудь редстоун-сигналом, к примеру таким. Также существует еще один сверхэффективный разгрузчик шалкеров, однако шалкер в процессе пропадает. Выглядит он так. Для него понадобятся вот эти ресурсы. В раздатчик мы загружаем шалкеры с вещами и затем просто нажимаем на кнопку. Все предметы мгновенно выбрасываются в систему, но при этом шалкер сгорает. Если у вас есть вопросы по поводу систем сортировки, то обязательно пишите в комментариях. На моем аккаунте в Boosty вы сможете найти все схематики для этого гайда и также ссылку на скачивание мира с примером более эффективной разгрузочной системы и с примером системы сортировки. А также вы там найдете более 50 схематик на другие фермы и даже на мой замок из хардкора. Ну что ж, надеюсь, я понятно объяснил, как построить эффективнейшие, по моему мнению, системы сортировки. Обязательно задавайте вопросы в комментариях, если что-то непонятно. Но сначала проверяйте описание. Там вы можете найти ответы на часто задаваемые вопросы. Всем спасибо за просмотр. До встречи.